Десятилетиями в науке господствовала одна идея, предложенная великим лингвистом Ноамом Хомским. Суть ее проста. Только человек по-настоящему способен к синтаксису. Только мы умеем брать отдельные слова и по строгим правилам собирать их в новые смыслы. Этот процесс ученые называют слиянием. Из-за этой теории биологи свято верили, что звуки животных, будь то лай собак или пение птиц, это не язык, а просто проявление базовых инстинктов. Но сегодня я расскажу вам об исследовании, которое доказывает, мы все это время глубоко ошибались. Познакомьтесь с Тошитакой Судзуки, исследователем из Токийского университета. Более 17 лет своей жизни он провел в лесах Японии, вооружившись только микрофоном и блокнотом, чтобы шпионить за восточной синицей. Это крошечная птичка весом в пару десятков граммов, с черно-белым галстуком на груди. Но доктор Судзуки и его коллеги совершили невозможное. Они доказали, что у этих пернатых есть собственный словарь. Они используют строгие правила грамматики, понимают иностранные языки других видов и даже используют сложные физические жесты, чтобы уступать друг другу дорогу. Сегодня мы разберем эти поразительные эксперименты и ответим на главный философский вопрос. Если птица с мозгом размером с арахис способна на грамматику и этикет, то насколько на самом деле разумен животный мир вокруг нас? Давайте разбираться. Чтобы осознать масштаб этого открытия, нам нужно понять одну вещь. Что такое референциальность? Звучит как занудный термин, но на деле все безумно просто. Представьте, что вы ударили молотком по пальцу и закричали «Ай!». Этот крик не обозначает молоток, палец или гвоздь. Это просто звуковой выброс вашей боли. Но теперь представьте, что вы показываете на стол и говорите «яблоко». Слово «яблоко» заменяет реальный физический объект. Вы можете сказать «яблоко», даже когда его нет в комнате, и ваш собеседник поймет, о чем речь. Считалось, что на это способны только люди и некоторые высшие приматы. Наблюдая за синицами, Судзуки заметил невероятное. Когда в лесу появляется змея, птицы издают один специфический крик. Антен. Parent produce. Ja. А когда в небе летит ястреб, совершенно другой. Ученый решил их проверить. Он спрятал в лесу колонку и включил звук «змея», хотя реальных змей рядом не было. Результат поразил. Синицы не просто испугались, они начали методично заглядывать под листья и в кусты, выискивая змею именно на земле. Затем Судзуки включил звук «ястреб». Поведение птиц мгновенно изменилось. Они перестали смотреть вниз, начали сканировать небо и быстро прятаться в густых кронах деревьев. Это означает, что птицы не просто кричат от страха. У них есть конкретные слова для конкретных хищников. Но слова сами по себе — это еще не язык. Главный секрет человеческой речи заключается в синтаксисе. И в 2016 году Судзуки доказал, что дикие синицы его используют. В словаре японской синицы есть звук, который ученые условно назвали ABC. Он переводится как «опасность». И есть совершенно другой звук — нота D. Она означает «иди сюда» или «собираемся». Но что делает синица, когда видит хищника, которого невозможно прогнать в одиночку? Она собирает эти слова в одно полноценное предложение — A, B, C, D. They combine these two chords into... Когда ученые проиграли из динамиков эту фразу, стая делала ровно две вещи одновременно. Птицы летели на звук, выполняя команду «иди сюда», и активно крутили головами, выполняя команду «опасность». Вместе эта фраза — прямой приказ к атаке, чтобы собраться и агрессивно прогнать врага. Скептики тут же возразили: да это просто автоматический рефлекс. Птицы слышат два звука подряд и работают как роботы. Но Судзуки провел гениальный контрольный тест. В аудиоредакторе он поменял слова местами и создал фразу, которой не бывает в природе. Д, А, Б, С. То есть «иди сюда, опасность». И когда он включил ее в лесу, синицы просто ее проигнорировали. Они прекрасно понимают порядок слов. Неправильная грамматика лишает предложения смысла, превращая его в обычный шум. Но ученый на этом не остановился. Помните концепцию слияния, о которой мы говорили в начале? Это главная когнитивная фишка нашего мозга. Она позволяет взять два отдельных слова, например, «читать» и «книга»,
и на лету склеить их в единый смысл – читать книгу. Судзуки решил проверить, умеют ли птицы так же, и назвал это базовым слиянием. Он поставил в лесу чучело хищника и провел тест. Если из одной колонки включить звук ABC, а из другой, стоящий неподалеку, звук D, синицы не идут в атаку. Для них это звучит так, будто одна птица кричит об опасности, а другая почему-то зовет к себе. Смысл не склеивается. Но как только оба звука звучат из одного динамика, имитируя фразу одной птицы, синицы мгновенно бросаются на чучело. Это неоспоримое доказательство того, что мозг крошечной птицы способен в реальном времени обрабатывать информацию и склеивать ее в новые концепты. И это показывает нам, как эволюционно зарождался наш собственный сложный язык. А дальше чистая фантастика. Оказалось, что синицы — настоящие лесные полиглоты. В лесу они часто сбиваются в смешанные стаи с другими видами, например, с буроголовыми гаичками. Исследователи задумались, а работают ли правила грамматики между разными языками. Ученые взяли родное для синиц слово ABC – «опасность» и склеили его с иностранным словом «гаички» – звуком «Т» – «иди сюда». Получилось двуязычное предложение. И когда его включили в лесу, японские синицы все поняли. Они прилетели и начали искать угрозу. Но когда ученые перевернули порядок и включили TABC, птицы не отреагировали. Мозг синицы применил собственную внутреннюю грамматику к абсолютно чужому слову. И вот мы подходим к самому свежему и поразительному открытию весны 2024 года, которое окончательно стирает грань между нами и птицами. Поговорим о жестах. Жесты бывают разными. Есть жесты-указки. Например, когда вы показываете пальцем на кружку. Так умеют делать собаки или вороны. А есть жесты символические, когда вы машете рукой на прощание или пропускаете человека в дверь. Такие жесты передают абстрактные социальные концепции – вежливость, уступку, очередность. Но Судзуки стал наблюдать за синицами у их гнезд. Отверстие в скворечнике такое узкое, что пролезть туда может только одна птица. Часто мама и папа прилетают с едой для птенцов одновременно. Возникает пробка. Кто пойдет первым? В этот момент самка садится на ближайшую ветку, смотрит прямо на самца и начинает мелко и быстро трепетать крыльями. Она не показывает на вход в гнездо, она обращается строго к своему партнеру. Самец тут же залетает внутрь, а самка перестает махать крыльями и терпеливо ждет своей очереди. Это чистой воды символический жест, который переводится буквально «прошу, только после вас». Проанализировав сотни таких встреч, ученые выяснили, что самки делают так исключительно перед своим партнером. Если птица прилетает одна, она никогда не машет крыльями перед пустым гнездом. Как такое вообще возможно? Судзуки выдвинул блестящую эволюционную гипотезу. Человеческий язык и жесты начали бурно развиваться, когда наши предки встали на две ноги. Прямохождение освободило руки от необходимости опираться на землю. С птицами произошло нечто невероятно похожее, но в воздухе. Когда птица летит, ее крылья заняты выживанием. Но как только она садится на ветку и крепко держится за нее лапами, ее крылья становятся абсолютно свободными. Именно эта свобода и позволила им развить систему сложных визуальных коммуникаций. Исследование Тошитаки Судзуки заставляет нас полностью переосмыслить наше место в природе. Предки синицы и человека разошлись на древе эволюции более 300 миллионов лет назад. У нас разный мозг и разный образ жизни, но сталкиваясь с одинаковыми проблемами, как спастись в лесу, как договориться с партнером, и птицы, и люди пришли к одному и тому же гениальному решению – к языку, грамматике и вежливости. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории о том, как невероятен и сложен мир вокруг нас. До скорой встречи! The upper body is Japanese.